И всем привет, с вами Автомыши, это мое новое видео, и сегодня у нас в гостях моя мама, и у нас будет автовикторина. Мама у меня тоже водитель, вот, так что мы будем ее терроризировать вопросами о машинах. Начнем мы пока что с мифов про автомобили. Ты будешь отвечать, что из этого верно, а что нет. Вот, у тебя будет всего 3 варианта ответа. В этом тесте всего 10 вопросов, так что ты должна справиться. Хорошо. Поехали. И первый вопрос. Что произойдет, если автомобиль на высокой скорости въедет на высокий трамплин? Варианты ответа. Приземлится на колеса и продолжит движение с прежней скоростью. Второе. Автомобиль перевернется в полете и приземлится на радиатор. Третье. Автомобиль приземлится на колеса и продолжит движение с еще большей скоростью. Ну, конечно же, второй. Что ты можешь сделать вид, что я тебе не сказала ответ? А как я сделала? Почему я не подумала, что я сказала? Все, я больше не буду тебе говорить ответы. Маша, ну блин, я так не... Все, мы решили то, что мы маме больше не будем говорить ответом. Вот. Сможет ли компакт-диск на лобовом стекле обмануть радар сотрудников ГИБДД? Первое. Нет. Второе. Конечно, да. Третье. Отчасти. Нет. Правильно. И следующий вопрос. Что произойдет, если выстрелить в бензобак автомобиля обычной пулей? Первое. При попадении обычной пули в бензобак взрывается. Второе. Пуля просто пробьет бензобак, и взрыва не произойдет. Третье. Пуля пробьет бензобак, воспламенив топливо и вызвав возгорание автомобиля. Второе. Верно. И следующий вопрос. Знаток, я не могу. О, я угадала. Что будет, если насыпать сахар в бензобак? Вот. Первое. Автомобиль не заведется. Второе. Автомобиль заведется, но не поедет. И третье. Автомобиль заведется и поедет, но будет дымить черным. Третье. Что? Правильно. И следующий вопрос. Какой из двигателей более токсичный? Дизельный, бензиновый. И мнение о большей токсичности бензинового или дизельного двигателя является заблуждением. Я затрудняюсь с этим вопросом. Пусть будет 2. Бензиновый? Да. Нет. Какой? Они оба вредные. Вот. И следующий вопрос. Необходимо ли отключать аккумулятор, если автомобиль какое-то время использоваться не будет? Первое. Да, это необходимо обязательно сделать, иначе аккумулятор разрядится. Второе. Это не обязательно. Главное вовремя заряжать аккумулятор. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения. На какое время? Какой промежуток времени он не будет работать автомобиль? Ну, вот приехала ты на парковочку постоять, кофейку попить. И что, нужно аккумулятор включить? Вот надо тебе? Нет. Нет? Нет. Какой ответ вопрос? Ну не надо. Второй? Да. Ну да. Все, Ну, не дель обязательно. стоит, я не Главное заряжать. Вот. Поехали дальше. И последний вопрос из этого теста. Еще будут другие тесты. Да. И вопрос. Может ли использование мобильного телефона во время заправки автомобиля привести к воспламенению или взрыву? Первое. Возможно, но только к воспламенению топливных паров. Второе. Да, может возникнуть воспламенение паров, а затем взрыв. Третье. Использование мобильного телефона не приведет ни к взрыву, ни к воспламенению паров. Что-то такой ситуации не было, значит, третье. Вот кто у нас разговаривает по телефону на заправке. Ну да, верно, ничего не рванет. И следующий у нас опрос. Это нужно будет по фотографиям угадать марку автомобиля. Вопросов также 10. Буду маме показывать картинки. Тут будет 3 вариантов ответа. Ты там либо гадаешь, либо узнаешь. Здравствуйте. И снова с вами я, предсказательница Евдокия. Вот. Вопрос номер 1. Какая это марка автомобиля? Первое – Mitsubishi. Второе – Mazda. И третье – Ford. Мне очень сложно с маркой. Ну, наверное, Mazda. И это правильный ответ. Второе. Какой это автомобиль? Volkswagen. Правильно.
боже мой. Сейчас будет более сложный вопрос. Какая это марка? Первое. Буйк. Второе. Кадиллак. Или же Mercedes-Benz. О, боже. Пусть будет Кадиллак. И это правильный ответ. Да? Да. Чего? Какая это марка автомобиля? Бентли, Мазл или же Генезис? Второй. Мазл. Да. Нет. Это Генезис. А что это за машина? Первое. Форд. Второе. Скьюн. И третье. Oldsmobile. Вот. Третье пусть будет, слишком зашифрованные. Машина страшная или что? Страшный страсть. Это ты урод, а я красавец. Неправильно, это Форд. Да? Да. Они сделали страшные машины некоторое время. И следующий вопрос. Маш, я больше не отвечу. Это машина для американского рынка. Первый вариант Infiniti, второе Maserati и третье Kia. Вторая. Неправильно. Опять неправильно. Это был Infiniti. И следующий Мама. вопрос. Что это за квадратная машина? Такая страшная. Toyota, Nissan или Hyundai? Первая. Toyota? Нет, Фу, это был Nissan. ой, а это кто? И это кто? Это москвич страшный. И это что за... правильный ответ. Если страшный, значит москвич. Так, ну тут у нас такая красивая машина. Либо Hyundai, либо Lexus, либо Kia. Пусть будет Lexus. И это правильный ответ. Ё-моё. Так и научусь. Так, и последний вопрос. Что это за чудовище? Citroën, Ford или Renault? Пусть будет третий. Renault? Да. Нет, все не так плохо у Renault, это Citroën. Вот. И что, вообще все плохо? Ну, в общем и целом у нас всего 2 ошибки из 10, так что можно дать тебе потом медальку, что ты разбираешься в марках машин. Ну, по крайней мере, по виду ты понимаешь, кто это. Переходим к следующему вопросу. И следующий у нас тест — это назовите чудо-детали. Честно говоря, когда я его проходила, у меня были сложности, потому что я все-таки езжу на СТО, ничего сама не делаю, вот, я позер. Так что в запчастях я особо не разбираюсь. Но, думаю, у тебя все получится, так что поехали. Конечно, получится. Какими целями служит этот сверхсложный механизм? Первое – это стартер. Второе – это электроусилитель руля. И третье – это механизм управления дроссельной заслонкой. Мама. Ну так он страшный, пусть будет третий. Третье. И это неверный ответ, это электроусилитель руля. Угу. Что это за похоже на музыкальный инструмент? Первое – это механизм стеклоподъемника. Второе – это тросик газа. И третье – это привод ручника. Ну, посмотрим, моторчик, тросик всякий. Да. Угу. Значит, это тросик второй, да? Да? Нет, А что это? это стеклоподъемник. Вот. Ну, Маша. Ответ неверный. Следующее. Что это такое? Электромеханический генератор BMW 7 серии. Начинка робота ДСГ. И третье, конусы без ступенчатой коробки передач. Я тоже не знаю ответ. Конусы. Генератор меняли? Ну, что-то Не такое. похож, да? Начинка какая-то еще нет. Давай будет третья. И это правильный ответ. Методом исключения мама угадала. И для чего нужна эта коробка с зубками? Первое. Это муфта Халдекс. Второе. Это блок управления двигателем. И третье. Это муфта переключения вентилятора двигателя. О, что же это такое? Я тоже не знаю. Пусть будет муфта. Какая? Вот это или вот эта муфта? Третья. Третья муфта. Переключение.
И это первая муфта, ты не угадала. Ну, ё-моё! Что это за цилиндр? Это компрессор кондиционера, электрический двигатель или же новая модель сабвуфера. Первое. И это неверный. Это электрический двигатель. Боже мой. Я тоже не Плохой из нас механик. знаю. Да, соглашусь. Серьезный на вид девайс служит мирными целями. На биту это, конечно, похоже, но это не бита. Что это такое? Это один из сегментов карданного вала. Карданно. Да, карданного вала. Это полуось с пыльником. И это пневматическая стойка подвески. Боже мой. Что это такое? А ты помнишь, как у тебя стойки выглядят в машине? Нет. Понятно. Что ты хочешь сказать? Это пневматическая стойка подвески? Да. Это пневматическая стойка подвески. Я тебе подсказала, но ты молодец. Вот. Что это за железяка? Первое. Это дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости. Второе. Это тяга. И третье. Это усилитель рамы. Я даже не пойму, что это. Вот это красная штука. Это красная штука. Да. Куда бы ее впихнуть? Давай на эньки-беньки. Тяга панара. Что такое? Второе. И это правильный ответ! У-у-у! На этом наши опросы закончены. Вот, мама справилась хорошо. Она молодец. Мы ей дадим медальку за знаток авто. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте в топ, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передайте привет своей маме. Можете передать привет моей маме. Вот. Всем пока. Скажи пока подписчикам. До свидания. Все, всем пока.